Фостер-Сити – это город, где люди только что и делают, так это работают. 282 820 долларов. И вот если ты идешь, и тут сюрприз. It's so great here, don't come here. Просто, к этому, конечно, можно привыкнуть. Вам здесь тоже может понравиться. Всем привет! Я Марина, риэлтор в Калифорнии, а это наше новое видео из серии «Города вокруг залива Сан-Франциско». И сегодня мы будем говорить про новый, совершенно уникальный и единственный в своем роде город Фостер-Сити. Фостер-Сити является запланированным проектом. Полностью от начала до конца он был спроектирован и осуществлен. До 1898 года здесь были болота, земля была сырой и бесплодной. К 1898 году, благодаря дамбам, эти болота были превращены в остров, который использовался для животноводства и общепита. В 1958 году у Джека Фостера появилась совершенно нереальная идея построить здесь новый город. Он выкупил за $200 000 этот остров, а далее он инвестировал $4 700 000 из своих собственных средств для того, чтобы пустынный ландшафт полностью изменить, и здесь вырос прекрасный новый город. И примерно в 1962 году здесь был построен первый жилой дом. Для того, чтобы сделать болотистые земли пригодными для строительства, потребовалось около 6 лет непрерывной работы для того, чтобы поднять уровень земли на 4-7 футов над уровнем моря. Очень часто я слышу неверную информацию о том, что Фостер-Сити был построен на месте свалки. И это совершенно не так. Для строительства города, для того, чтобы укрепить остров, использовалось 14 миллионов кубических ярдов материала. И это песок и ракушки, которые были добыты в заливе Сан-Франциско. Чтобы решить проблемы с возможными наводнениями, была построена лагуна и 16,5 миль дренажных каналов. Лагуна была спроектирована так, чтобы служить основным водостоком города во время штормов. Построенный с учетом концепции столетнего наводнения, Фостер-Сити в последние годы не испытывал наводнений, в отличие от окружающих городов. Вот это сила инженерной мысли. Так как Фостер-Сити расположен вблизи залива и имеет множество лагун и воды внутри города, то климатические условия будут отличаться от большинства городов по Бэй-Эрии. Здесь, одним словом, нет никакого экстрима, и самые теплые месяца это будет с июня по середину октября. И в это время температура воздуха, как правило, не выше 22 градусов по Цельсию. И даже летом всегда же хорошо бы иметь с собой курточку или хотя бы какой-то легкий жакетик, потому что может подуть ветер и сразу станет прохладно, как сейчас. Самые холодные месяца в Фостер-Сити – это с декабря по февраль. Температура не бывает выше 14-16 градусов по Цельсию. И здесь, как и во всей Бэй-Эрии, осадки, как правило, с конца ноября по апрель. И еще бы хотела отметить, что май здесь самый ветреный месяц. Ну и в целом Фостер-Сити очень ветреный город, более ветреный, чем большинство городов. Как я уже упомянула ранее, строительство города началось в 1958 году, и Фостер-Сити был признан отдельным городом 27 апреля 1971 года. И в этом году Фостер-Сити празднует свое 50-летие.
запланированные города-проекты полностью создаются с самого начала с заранее определенным пороговым уровнем населения. Согласно планам, в Фостер-Сити население составляет чуть менее 30 тысяч человек и, как ожидается, достигнет своего пика в 34 тысячи человек. На сегодняшний день в городе проживает 33 997 человек. Осталось всего лишь 3 свободных места в этом райском уголке. Хотя можно заметить, что несмотря на изначальный план, город разрастается, и здесь строят новое жилье. Уплотнение заселения ощущается. Фостер-Сити расположен в Сан-Матео-Каунти и является одним из городов Кремниевой долины. Дорога до Сан-Франциско составляет около 25 миль и около 30 миль до Сан-Хосе. Многие любят город за его близость к ключевым местам, например, к аэропорту Сан-Франциско, даунтауну Сан-Франциско, Кремниевой долины, заливу Хаф-Мун-Бэй и многим другим местам. Одним из недостатков жизни в Фостер-Сити является то, что его жителям приходится в среднем тратить по 33 минуты на дорогу на работу и с работы. Однако в городе широко используется местный общественный транспорт Сэм Трэнс. Для тех, кто предпочел бы полностью отказаться от вождения и оставить машину дома, это может быть отличный вариант. В городе есть несколько автобусных остановок и разные маршруты в ключевые места, такие как даунтаун Сан-Франциско, Сан-Матео-Колледж, Сан-Франциско аэропорт, остановка Caltrain в Редвуд-Сити, Хиллсдейл Молл и другие маршруты. Хотя большинство поездок по городу осуществляется все-таки на своем личном автомобиле, многие предпочитают пользоваться общественным транспортом, и это приносит пользу всем Фостер-Сити. Собственно, сокращает пробки на дорогах и улучшает экологическую ситуацию. Фостер-Сити – это определенно город белых воротничков, где более 93% работников работают в офисе, и это намного выше среднего показателя по стране в целом. Фостер-Сити – это город профессионалов, менеджеров, продавцов и офисных работников. В Фостер-Сити особенно много людей, которые работают в сфере управления – более 18%, информационных технологий и математики – более 17%, а также в сфере бизнеса и финансов – более 10%. Представляете, в Фостер-Сити такая концентрация людей, работающих в сфере IT, их здесь живет больше, чем в 95% всех городов США. В городе находится несколько крупных работодателей. Из основных можно отметить компании Visa и биотехнологическую компанию Gilead Sciences. Также здесь есть несколько крупных IT-компаний. И еще один интересный факт. В Фостер-Сити живет много ученых, будь то ученые физики, географы, биологи. В общем, если вы склонны к науке, вам здесь тоже может понравиться. Если знание – это сила, то Фостер-Сити довольно мощное место. Здесь 70% взрослого населения имеют высшее образование. Сравните это со средним показателем по стране – чуть более 21%. Годовой доход на человека в 2018 году составил $70 705, и это соответствует доходу на семью из 4 человек в $282 820. И это высокий показатель, если сравнивать с Калифорнией и страной в целом. Казалось, что Фостер-Сити – это город, где люди только что и делают, так это работают. Но это совершенно не так. Здесь находится такое количество парков, что ни один другой город в Бэй-Эрии не может этим похвастаться. Да что ж говорить в Бэй-Эрии, в целой Калифорнии.
Здесь 21 парк, и это самая большая концентрация парков на одного человека. А также в городе есть несколько песочных пляжей, и вы можете устроить пикник на пляже и даже поплавать в бодрящей водичке. Температура воды меняется в течение года и, как правило, связана с температурой воздуха. Качество воды регулярно проверяется Департаментом здравоохранения округа. Лагуна имеет соленую воду, и Фостер-Сити часто смывает весь водоем в залив Сан-Франциско, чтобы он оставался чистым. Еще вы можете заметить, что с апреля по октябрь, когда наблюдается активный рост водорослей, воды лагуны иногда могут выглядеть необычно синей. Город окрашивает эти лагуны органическим синим красителем, который уменьшает глубокое проникновение ультрафиолетового света, тем самым замедляя рост запутывающихся морских водорослей. Иногда можно видеть, как работники добавляют этот краситель прямо с лодок. От себя я хочу заметить, что Фостер-Сити ужасно чистый город. Настолько чистый, что даже непривычно, что он настолько чистый. И представляете, несмотря на воду и, естественно, огромное количество птиц, например, гусей, вы понимаете, чем это все заканчивается? Сюрпризами везде на лужайках. И вот если ты идешь, и тут сюрприз, то ты можешь открыть свое приложение на телефоне, сфотографировать и отправить в город, что вот здесь вот сюрприз. Пожалуйста, уберите. И приходят люди, это убирают. То есть, в принципе, за городом очень следят. Бездомных здесь встретить нереально. Может быть, только случайно какой-то заблудившийся. Ну и, собственно, даже сюрпризы от птичек здесь встретить можно, конечно, но не так много, как в других соседних городах. Мы пришли погулять по трейлу и совершенно случайно встретили русскоговорящую маму с дочкой и с маленьким-маленьким бэйби. И решили, что ну как нам упустить такую возможность? Нужно немножечко поговорить и расспросить про Фостер-Сити. И мы уже знаем, что мама Женя живет здесь сколько лет? Больше 30 лет. I grew up here, and growing up here was amazing because there's a lot of kids here. It's a very family-oriented neighborhood. Джессика, Да. а что вы больше всего любите в этом городе? Вот почему вы именно сюда решили вернуться? Ведь столько много прекрасных городов во всей Бэй-Эрии. Вот чем вот прямо Фостер-Сити в ваше сердце? Мама? Мама? No, you know, No other place it's but no, Foster City. no other place but Foster City, and not only because of family, although it's a huge part, but also we call this the Venice of the Bay Area because of all of the canals here that go throughout the entire city, and you have the bay that's just around the corner here. How can you live somewhere else? And the nice thing here too is you really do have everything. So if you think about it, it's not just family oriented, it's very sports oriented too. So you can go on a boat, you can go paragliding just around the corner from here as well. There's just golfing is here. There's just so many sports that you don't have to drive to. You can walk to all of this. Well, as you can see, it's Yeah. our favorite city. We're Еще very happy here. Вы знаете, что заметили? Дети идут со школы либо пешком, либо на велосипедах, либо на самокатах. То есть нет такого потока из родителей, которые дроп-офф, пикап, дроп-офф, пикап. И вот такой трафик, ну, обычно все-таки в других городах это очень заметно. Здесь заметно, что дети вышли и сами большими компаниями пошли. Since elementary school, you can walk. That's how elementary school. So Даже elementary you school. can walk, yeah, it's very safe here. А минусы, хоть один минус есть? Что не нравится? Не может быть, чтобы все было идеально. Что-то должно быть. I don't know. Nothing. Nothing. Yeah. Nothing for us. Well, actually, there is a minus. Thinking about it, as time goes by, there is more and more building going on. You know, the apartment buildings. So there is a little traffic. There's a horrible traffic on Hillsdale. Yeah. It's so great here, don't come here. Ну что, давайте поговорим немножко про недвижимость. Все-таки я же риэлтор, и это самое интересное в этом видео. Про Фостер-Сити что я хочу сказать?
Это город, в котором практически каждый человек мечтает жить, чтобы его окна выходили на широкую воду. И поэтому именно здесь, именно в Фостер-Сити не работает схема средняя цена за, например, single family, за свой частный дом, или средняя цена за кондо с одной спальней, за кондо с 2 спальнями. Здесь совершенно другая схема. Дома и кондо, которые выходят на воду, всегда в цене будут значительно дороже, чем те дома, которые стоят на обычной улице, либо где-то в глубине комплекса и не выходят на воду. А самые желанные и самые дорогие дома и кондо – это те, которые имеют свой выход к воде, где вы можете припарковать свою лодку, свой каяк. Что хочу сказать, что средняя цена в Фостер-Сити за свой частный дом площадью 2030 сквер-фит составляет 2 миллиона 300 тысяч долларов. Но, как я уже и говорила, это очень усредненное значение. Все дома, которые выходят на воду, за последние полгода продаются выше 3 миллионов, и за них всегда сумасшедшая конкуренция. Также я бы хотела отметить еще один немаловажный факт. Очень большое количество домов, не кондо, не таунхаусов, относятся к ассоциации. И в этой ассоциации вам ежемесячно нужно будет платить HOA fee. И HOA fee в таких ассоциациях могут быть $200, а могут целых 700. И этим Фостер-Сити отличается от большинства других городов Бэй-Эрии. И еще важный такой нюанс, наверное, то, что я подметила, работая в этом городе, большое количество домов имеют проблемы с фундаментом. Так как земля все-таки не настоящие, плита не очень крепкая, дома дают усадку. Идет движение земли, и это может быть как незначительная проблема с фундаментом, совершенно маленькая трещинка, которая легко и дешево ремонтируется, так и серьезные проблемы с фундаментом. Так что при покупке дома, пожалуйста, не забывайте инспектировать именно фундамент. Что касается кондо, то, опять же, средняя цена за кондо будет зависеть от его расположения. Давайте на примере двухбедрумного поговорим. Это будет 900 тысяч средняя цена кондо с 2 спальнями, и его окна не будут выходить на воду. А вот если уже будет выход на воду, то тогда от 1 300 000 вы сможете купить себе двухбедрумное кондо. Если у вас будут вопросы по недвижимости, я с удовольствием на них отвечу под этим видео. Что касается аренды жилья в Фостер-Сити, то снять частный дом будет стоить от $4500 в месяц. Средняя цена – 5000 в месяц. Если дом будет у воды с выходом на воду, то цена будет выше 6000. Что касается кондо или апартамента, то двухбедрумный кондо или апартамент будет вам стоить $3100 в месяц, и это тоже средняя цена. В Фостер-Сити около 56% населения проживают в своем собственном жилье и около 43% в арендованном жилье. И также здесь наблюдается достаточно высокий процент вакантного пустующего жилья, чуть более 5%. В Фостер-Сити можно выделить 8 основных районов. Самый дорогой – это Порт-Роял-авеню, и самый дешевый – Шунер-стрит. Вы, наверное, тоже слышите, как пролетают самолеты прямо над крышами домов. Собственно, это особенность Фостер-Сити. Здесь от района к району очень сильно зависит, будут ли самолеты летать прямо над вашим домом. Это тоже немаловажный момент при выборе недвижимости именно здесь, именно в Фостер-Сити, потому что здесь проходят, собственно, маршруты самолетов в аэропорт Сан-Франциско, и иногда это просто... к этому, конечно, можно привыкнуть, но не все семьи могут привыкнуть, когда над их домом в течение всего дня, с раннего утра до позднего вечера летают самолеты один за другим. Фостер-Сити – это город с чрезвычайно разнообразным этническим составом. Почти половина жителей – это азиаты, около 37% белые, около 8% испаноговорящие, чуть более 4% смешанные семьи, где присутствуют 2 и более расы, а также важные предки людей, которые проживают в Фостер-Сити – это немцы, ирландцы и даже русские.
люди иностранного происхождения являются важной культурной составляющей Фостер-Сити, и здесь их проживает более 45%. Вот за что я люблю Фостер-Сити, так это за его отличные школы с высоким рейтингом. Самый низкий рейтинг – это 6 баллов по 10-бальной шкале. В основном это 8-9 баллов. И вы можете не переживать, где бы вы ни жили, ваш ребенок пойдет в школу с высоким рейтингом и получит отличные знания. Давайте разберемся, насколько же безопасен для жизни Фостер-Сити. Представляете, этот город занимает 98-е место из 100 самых безопасных городов для жизни в США. И это правда, он безопаснее, чем 74% остальных городов в Калифорнии. Здесь уровень преступлений практически отсутствует. 1 случай на 1000 – это жестокие преступления, и 13 случаев на 1000 населения – это преступления против имущества. Как правило, это кражи и, опять же, взломы автомобилей. Эти данные были предоставлены Neighborhood Scout. Сегодня мы пришли в гости к Маше, к моей подруге, которая уже много лет живет в Фостер-Сити, и она просто влюблена в этот город. Давайте мы у нее узнаем секрет, почему этот город так ее очаровал. Маш, привет! Привет, Марин! Ну вот почему вот именно Фостер-Сити? Вот почему, например, не Сан-Франциско? Почему вот Фостер-Сити тебе нравится? Ну, изначально, выбирая город, еще находясь в Москве, мы выбирали по безопасности. Я отфильтровала все города Бэй-Эрии по безопасности. То есть ты, получается, приехала сразу сюда, и уже потом ты изучала районы вживую, и тебе не хотелось никуда уехать? Получилось как? Мы по Google панорамам ходили по основным достопримечательностям, по всем улицам Фостер-Сити. И уже когда мы приехали сюда, я это все вживую, как 3D-панорама, превратилась в реальность. У тебя действительно очень классное жилье с видом на воду, и ты здесь чувствуешь себя на курорте. Ну, а если вот, тут же, получается, это ограниченное количество такого жилья, но а ты бы хотела бы жить в Фостер-Сити, ну, например, не у воды, а где-нибудь в центре Фостер-Сити? Ты бы рассмотрела такой вариант, или это уже не так было бы для тебя привлекательно? Ну, мне кажется, что весь шарм Фостер-Сити как раз-таки в воде, без отсутствия воды, то есть это равносильно, как жить тоже в Mountain View или в Пало-Альто или еще где-то, ну, нет особо разницы. А когда ты возле воды, то ты просто ощущаешь, что ты как будто на отдыхе. А есть еще какие-то такие фишки, вот, которые только принадлежат Фостер-Сити, вот что-то такое супер особенное, за что ты его любишь, или только вода и безопасность? Мне нравится, что этот город, он был исходно спланирован, и здесь широкие улицы, много парков, есть доступ к заливу. Также имеет очень выгодное расположение. Ты можешь как за полчаса доехать до Сан-Франциско, так и до Сан-Хосе. И полчаса занимает также маршрут до океана. Слушай, вот мы с тобой сидим, и я слышу, маленький самолетик летит, и тут у меня такой вопрос созрел. А где в Фостер-Сити хорошо жить, чтобы над твоей головой не летали самолеты? Мы вчера ходили, гуляли, и я прямо сочувствую людям, вот крыши домов, и над тобой постоянно летят самолеты, садятся в аэропорту Сан-Франциско, либо они взлетают и прилетают прямо, опять же, над жилыми районами. Как это все так вот разделено? Где купить себе дом, кондо? Я знаю, что у вас выгодное расположение, над вами самолеты не летают. Но есть какие-то заведомо известные маршруты или маршруты самолетов меняются, и вот тебе сегодня везет, завтра не везет? Ну, на самом деле, есть некоторые районы, в которых очень слышны самолеты. Это, например, в районе, расположенном ближе к заливу, летают крупные самолеты, которые идут в аэропорт Сан-Франциско, летят. Здесь же у нас вот можно услышать самолеты, это аэропорт Сан-Карлос, это маленькие самолеты. А есть вообще какой-то такой район в Фостер-Сити, где никогда над тобой не будут летать самолеты, или это невозможно? Я думаю, что, наверное, нет. Но тебя не напрягают самолеты? Ну, ты привыкаешь, ты постоянно привыкаешь к звуку самолетов и отфильтровывает уже мозг. Вот не могу поверить, что в Фостер-Сити прямо идеальная жизнь, нет ни одного минуса.
Подумай, давай подумаем, какие минусы для жизни ты для себя отметила? Один из минусов Фостер-Сити – это, наверное, стоимость домов, потому что здесь очень высокие цены, очень популярные дома на воде, и люди получают по 40, по 30 офферов, которые трудно перебить, и это, конечно, сложно. Купить здесь дом с видом на воду. Да. Это правда. Я заметила, что здесь нет даунтауна, и что, в принципе, не так много мест, куда бы ты мог пойти посидеть в ресторанчике. Но, может быть, я чего-то не знаю, что-то упустила. Да, в Фостер-Сити нет даунтауна как такового, но зато все рестораны и кафе разбросаны по разным частям города. У нас здесь есть как азиатские кафе, так и средиземноморская кухня. А что здесь с шопингом? Ты куда-то ездишь в магазины или здесь в Фостер-Сити есть локальный шопинг? По поводу шопинга здесь очень много основных магазинов, которые нам нужны. Это, например, Costco. Здесь есть свой Costco, не нужно никуда выезжать, стоять в пробках. Также здесь есть Safeway, Lucky, Range 99, Bridgepoint Shopping Center Plaza, где есть Target, Marshalls, Ross, Hobby Lobby. Все нужные магазины. Все под рукой. Да. Ты раньше мне рассказывала про то, что в Фостер-Сити нет своей high school. Расскажи немножко подробнее, куда тогда дети, получается, ходят в high school? Да, у Фостер-Сити есть такая небольшая проблема, отсутствие high school, поэтому людям приходится ездить в Сан-Матео high school. Фостер-Сити приписан к Сан-Матео high school. Маш, спасибо тебе огромное, что ты пригласила к себе в свое бистро на балконе. Очень жарко стало, просто невыносимо. Я понимаю, что я вполне могу с дочкой приехать завтра и здесь вот поплавать на каяке, так что жди нас, мы завтра тебе будем махать ручкой. И да. До встречи. Жду вас. И не забудьте купальники. Сегодня мы познакомились с вами поближе с городом Фостер-Сити. Он меня удивил своей чистотой, своей современностью, своей архитектурой, ну и, конечно, огромным количеством воды. Я надеюсь, что вам понравилась эта серия, и, пожалуйста, поддержите меня, поставьте лайк, подпишитесь на канал, и очень рада каждому вашему комментарию. Пока и до встречи в новых сериях. Надеюсь увидеться с вами скоро. Пока-пока!